Добрый день, дорогие друзья! Возможно, то, о чем мы будем говорить сегодня, покажется вам невероятным, однако каждое слово подкреплено серьезными научными исследованиями, а также опытом миллионов людей и моим личным опытом в том числе. Доктор Джо Диспенза сказал, что когда вы поймете, как ум может влиять на тело, вы обретете настоящую свободу. Когда вы поймете механизм внутренней трансформации, то это не просто вдохновит вас прикладывать усилия, чтобы изменить себя и свою жизнь. Это даст вам ключ к пониманию того, как найти тот самый единственный путь вашей души. Начнем с того, что каждую секунду в нашем теле происходят триллионы процессов. Каждая клетка – это миниатюрный компьютер, непрерывно обрабатывающий информацию. Клетка сама принимает решения и реагирует на сигналы сознания и окружающего мира. Но что важнее всего, мы не просто случайный набор клеток и биохимических реакций. Мы – продукт Творца, часть совершенной Вселенной, где все подчиняется определенным алгоритмам и принципам. Логично предположить, что если что-то в нашем внутреннем механизме дает сбой, то и исправить это можно лишь тем способом, который заложен Творцом системы. Поняв эти принципы, вы не только укрепите веру в собственные возможности, но и научитесь действовать в гармонии с глубинными законами бытия. Разобравшись в алгоритмах изменений, вы осознаете, что все во Вселенной имеет свое место и значение. Ваш путь – это не хаотичный поиск, а следование изначальной программе, по которой вы были настроены Творцом. Это и есть главная миссия души – вернуться к совершенству и гармонии, заложенной в саму суть вашей божественной природы. Осознанное понимание процессов трансформации личности наполняет нас оптимизмом. Когда нам ясна логика изменений, мы можем сознательно направлять свои усилия туда, где они приносят максимальный результат. Проще говоря, то, что нам понятно, работает во много раз лучше. Выбирая осознанный путь развития, вы возвращаетесь к своим истокам, к первоначальным настройкам, заложенным Творцом. Именно так мы раскрываем свой истинный потенциал, укрепляем связь с душой и в полной мере пользуемся даром жизни. В этом кроется главный секрет трансформации. Мы изначально являемся совершенной, полноприводной системой, способной черпать силу из всех аспектов своего существа. Исходя из этой точки зрения, меняется весь подход к трансформации личности. Именно здесь заложены фундаментальные истоки любви к себе, миру, к Богу и всему, на чем базируется любое позитивное изменение. Более того, такой подход обеспечивает чистое, экологичное сотрудничество с энергиями Вселенной, открывая доступ к исполнению желаний и механизму воплощения мечты в реальность. Уэйн Дайер говорил: «Вы не притягиваете то, чего хотите, вы притягиваете то, чем являетесь». Превращаясь в того, кто уже соответствует своим целям, вы естественным образом привлекаете в вашу жизнь все необходимое для их осуществления. Начнем с поразительного факта. Ваше тело – это не просто набор органов и тканей. Это сложнейший квантовый суперкомпьютер, чьи возможности значительно превосходят все, что мы можем представить. Ученые, такие как Джордж Чорч из Гарварда, констатируют, что в 1 грамме ДНК содержится около 700 терабайт информации. Для понимания масштаба это больше, чем может хранить самый мощный современный компьютер. Это невероятная способность. Ваш организм содержит в себе мощнейшую базу данных, в которой заложены программы для всех процессов жизни. Это значит для нас, что мы не просто пассивные носители информации, как компьютеры. Мы активные участники процесса перезаписи информации на клеточном уровне. Каждая мысль, каждое чувство, каждая эмоция оставляют свой след в этой живой информационной системе,
формируя сценарий нашей жизни. Важное открытие заключается в том, что каждый наш внутренний опыт – радость, стресс, счастье – в итоге записывается в клетках и этим накладывает отпечаток на нашу дальнейшую судьбу. Если вы хотите понять тайны Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации, говорил великий Никола Тесла. И вот что важно понять. Мы сами являемся носителями уникального информационного поля. Лишь восприняв это, действительно можно целенаправленно влиять на свое состояние, изменить здоровье и судьбу. Мы, подобно живому Wi-Fi каналу, непрерывно обмениваемся информацией на клеточном и энергетическом уровнях с окружающим миром. Простой пример. Когда вы входите в комнату в хорошем настроении, даже без слов, окружающие оказываются под влиянием вашего энергетического поля. Они начинают чувствовать вас, это передается на уровне частоты. Также, если вы переживаете стресс или тревогу, ваше тело начнет излучать эти сигналы, и окружающие почувствуют эти изменения, даже если не увидят или не услышат вашего состояния напрямую. И вот в чем кроется сила. Если мы освоим этот процесс и научимся управлять им, то трансформация нашей личности станет не просто возможной, она станет успешной и эффективной. Когда мы понимаем в деталях, как происходит перезапись нашей судьбы, то у нас развивается уверенность в себе и своих силах. Выстраивая осознанный путь своей жизни, мы возвращаемся к гармонии с изначально заложенной системой, нашей душой. Именно в этом кроется ключ к исполнению желаний и воплощению желаемого. Что это значит для нас? Каждый из нас обладает невероятным потенциалом к изменениям. Наше тело не просто пассивно хранит данные, оно способно перезаписывать информацию на клеточном уровне. Каждая мысль и эмоция оставляет уникальный отпечаток в этой живой информационной системе, формируя сценарий будущей жизни. Если вы хотите понять тайны Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации, говорил Никола Тесла. Мы сами являемся носителями бесценного энергетического и информационного поля. Осознав это, мы можем целенаправленно влиять на свое состояние, здоровье и судьбу. В этом кроется огромная сила, способная перевернуть представление о наших собственных возможностях. Осознание того, что мы изначально устроены по совершенным законам, меняет весь подход к трансформации личности. Мы не просто пытаемся улучшить себя вслепую, мы действуем в согласии с фундаментальными принципами, заложенными в нас Творцом. Это обеспечивает чистое, экологичное сотрудничество с энергиями Вселенной, позволяя не просто двигаться к целям, а воплощать мечты в реальность. И вот в чем кроется сила. Если мы освоим этот процесс и научимся управлять им, то трансформация нашей личности станет не просто возможной, она станет успешной и эффективной. Когда мы понимаем в деталях, как происходит перезапись нашей судьбы, то у нас развивается уверенность в себе и своих силах. Выстраивая осознанный путь своей жизни, мы возвращаемся к гармонии с изначально заложенной системой, нашей душой. Именно в этом кроется ключ к исполнению желаний и воплощению желаемого. Что это значит для нас? Каждый из нас обладает невероятным потенциалом к изменениям. Наше тело не просто пассивно хранит данные, оно способно перезаписывать информацию на клеточном уровне. Каждая мысль и эмоция оставляет уникальный отпечаток в этой живой информационной системе, формируя сценарий будущей жизни. Если вы хотите понять тайны Вселенной, думайте в терминах энергии, частоты и вибрации, говорил Никола Тесла. Мы сами являемся носителями бесценного энергетического и информационного поля. Осознав это, мы можем целенаправленно влиять на свое состояние, здоровье и судьбу.
В этом кроется огромная сила, способная перевернуть представление о наших собственных возможностях. Осознание того, что мы изначально устроены по совершенным законам, меняет весь подход к трансформации личности. Мы не просто пытаемся улучшить себя вслепую, мы действуем в согласии с фундаментальными принципами, заложенными в нас Творцом. Это обеспечивает чистое, экологичное сотрудничество с энергиями Вселенной, позволяя не просто двигаться к целям, а воплощать мечты в реальность. Теперь давайте поговорим о том, почему многие методы личностной трансформации не приносят желаемых результатов. Чаще всего они затрагивают лишь один уровень. Например, работают только с сознанием или только с телесными практиками. Это все равно, что пытаться починить сложный механизм, заменяя лишь одну деталь, игнорируя остальные неисправности. Карл Юнг писал: «До тех пор, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой». И представьте себе айсберг. Верхушка, видимая над поверхностью воды, это наше сознательное мышление, рациональные мысли, решения и намерения. Но под водой скрывается огромная масса, подсознательные программы, телесные блоки, клеточная память и эмоциональные паттерны. Именно они формируют основу нашего поведения и восприятия. Возьмем пример. Человек пытается изменить свою жизнь, читает мотивационные книги, но при этом постоянно сталкивается с непонятными эмоциональными всплесками или телесным дискомфортом. Он искренне старается мыслить позитивно и принимать новые убеждения, но бессознательные реакции на стресс, страхи или обиды продолжают влиять на его поведение. В итоге процесс трансформации идет медленно или буксует на месте. Чтобы добиться настоящих изменений, необходим комплексный системный подход, затрагивающий все уровни – сознание, подсознание, тело и энергетические аспекты. Это как настраивать оркестр. Одного хорошо отрепетированного скрипача недостаточно, чтобы создать прекрасную симфонию. Нужна гармония всех инструментов. И вот, когда мы обращаем внимание не только на мысли, но и на глубинные программы, в том числе телесные и эмоциональные, мы можем сделать трансформацию более глубокой, стабильной и эффективной.